Здравствуйте, владельцы Citroёnов и Peugeot, каблучков. Сегодня у нас снова такая, как бы, поломка, не поломка, проблемка. Смотрите, что происходит. Мне не нравится звук включения сцепления. Слушайте. Это постоянный такой звук. Такие чувства, значит, сейчас что-то порвется. Думал сначала тросик. Тросик поменялся, наверное, полгода назад. Потом думал, смазал все солидолом там. Ничего не помогает. Теперь один вариант такой. Будем разбирать лапку и будем менять вот такую запчасть. Распечатаю. В общем, пластмассовая штучка такая. Пластмассовая, она сейчас. В общем, я их разберу. Все. Пластмассовый наконечник, куда девается тросик. И там стоит вот такая втулочка. Такая вот. Может быть, она подносилась и издает такой скрежет. В общем, кому-то может это и не мешает, но мне мешает. Я не люблю никакие звуки посторонние, чтобы были в машине. И тем не менее, постоянно переключаешь скоростя, постоянно издается такой звук, скрип. Мне не нравится такой. Я решил, в общем, не знаю, чи получится, чи нет, или это, или не это. Но когда, из-за чего я пошел на это, именно подумал, что это штучка, ця пластмассовая, пластиковая. Когда выжимаешь сцепление, я рукой ее так, рукой дотрагиваюсь, и получается, когда она так выжимается, вот так раз, то когда назад отдает, ногой отдаешь, что она так тык-тык-тык-тык, значит, дергается, так, я не знаю. Может, износ какой-то вот тут в ямочке, вот тут там, где цепляется тросик. Может, на самом тросику. Но тросик полгода назад я менял. Так что разберу, посмотрю, что произойдет, какая поломка. В общем, снимем лапку, снимем тросик и посмотрим. Надеюсь, это втулочка. В общем, так, продолжение следует. Вот я снял лапку. Вот она у меня в руках стоит. Вот так вот она снимается. Один вот тут болт, не знаю для чего он стоит. Что он тут крепит, может внутри там что-то, не знаю, в общем. А другой сквозняком. Вот он, болтик сквозняком засовывается. И тут гаечка. Все на 13 ключиком. Смотрите, все у меня полностью в солидоле. Поначалу я думал, сначала в этой пружинке, может тут у меня что-то сносилось. Это, в принципе, давно уже было такое. Маленький, значит, скрипочек был. Я взял его, тут смазал. Так вот, трошки наквецал. Иначе перестало. Потом проходит время, у меня оборвался трос. И сам тросик не порвался, оборвалась сама бабышечка, яка одевается вот сюда на эту штучку. Кто-то ее там уже клепал, в общем, непонятно кто. В общем, наклепыш был медный. Я попытался его сделать, но ничего не получилось, и пришлось куплять новый трос. Но первоначально я не знал, что тут родное, не родное. По мне, так значит, тут вот это крепление вот такое вот шатается, но все не родное. Тут, по идее, болт не должен быть. Тут, по идее, должен быть втулочка. Втулочка, вот я купил идентичную такую штучку. И тут стоит второпластовая какая-то втулочка. Вот если смотреть, вот так смотреть, значит все одинаково. Тут штучки немає, тут обломано, хто знає. Може вже хто-то кулібничав. І із-за этого кулібничества, я думаю, это кулибничество, и вот так вот телепается. Из-за этого у меня на тросику, я сейчас посмотрел, сейчас покажу, сносилась такая канавочка. Опа! Так, канавочка. Не видно. Сейчас вспышку включили. Смотрите.
что тут получилось? Вот он тросик, корпус выходит. И, видите, вот тут я его развернул, я его в другую сторону. Вот так вот неудобно будет, не видно, да? Вот так вот, все. Оця канавка, вона вот так вот сносилась, оця канавочка. Вона була раніше круглая. Бачите, вот так вот ходит. Она же там выломалась. Обратно вспышка что-то отключается. Ну, в общем, вы поняли. Корпус этот, получается, корпус, он был маленький, такие маленькая дырочка, и тросик с него выходил. И я думаю, из-за того, что эта ерунда ходила, она так вот ее вытерла, и даже кусочек выломала, не знаю, поставлю на место, получится или нет, потому что два тросика перед этим, я смотрел, у меня в гараже есть. Там маленькая дырочка, нету там никаких канавок. Ну, в общем, я ее повернул, думаю, может, чтобы она не ходила так, а повернул ее так, сделаю типа вот так вот, чтобы она была. Сейчас будем смотреть, вытирать все в солидоле, интегрировать эту штучку на новое место. Если получится, то получится. Ну, в общем, как-то так. Продолжаем. Я снял, и до чего приводит кулибничество. Вот оно отверстие должно быть. Сейчас, вот оно отверстие. Оно должно быть кругленькое. А оно получается у нас уже овальное. Вот оно уже сносилось. Не знаю, что будет. И болт. Вот он болт. Непосредственно болт, который стоял, кто-то поставил, резьба он сносился уже. В общем, этим болтом раздолбало мне это ухо. Не знаю, вот она такая старая. Пообламывали вони її. Вот она новенькая. Эта штучка стоит 150 гривен. Неужели тяжело было поменять вместе с такой вот втулочкой, поставить ее и забыться? Нет, начинает кулибничеством заниматься. В общем, вот такая вот ерунда. Не знаю, что будет дальше. Из-за того, что тут овал такой. Даже он закусил и все. Не знаю. Ну, посмотрим. В общем, как-то так собрал. Вот она на место стала. Пластмассовая штучка. Но. В общем, теперь она тоже телепается так. Вот она телепается и телепается даже и так. Ну, в общем, люфт есть теперь. Из-за того, что раздолбало то отверстие. Не знаю, сколько походит. В общем, из-за того, что раздолбало, теперь оно тут все-таки вот гуляет красиво. Ну, не знаю, посмотрим, как будет ходить, поставим. Так, тут я уже поставил в салоне. Лапку прикрутил. В общем, второй болт, а то, как я говорил, не знаю, что он делает выше, ниже, эту лапку можно выше, ниже поставить. Я поставил, в принципе, одинаково. Можно было еще выше его поставить, або ниже. Ну, тут ниже это максимально низко. Так, и идем в моторное пространство. Смотрите, теперь как я, по крайней мере, вот она снятая. Тросик снятый. Как я его делаю? Беру, упираю ломик. Вот он непосредственно целый ломик. Я его упираю. И смотрите, что происходит сейчас. Вот он ломик. Я его все, вот эта лапка. Вот так раз. Короче, я отодвигаю эту лапку. Одной рукой не могу. Сейчас сделаю и покажу. Сейчас, секундочку. Пауза. Так, поехали дальше. Вот смотрите, буквально сколько тут? Ну, 10 секунд потратил. Упер лом. Не знаю, крышечка якась. В общем, упер лом. И все, клац, и все работает. Не надо никаких мучений. Ломик вытягиваем. 2 секунды. Сам одной рукой сделал и все. Так. Ну и пошли. Первый запуск. Не знаю, сейчас будем смотреть. Первый запуск моей ноги. Сцепление. Ну. Так. Ага, интересно стало. О. Все стало на место, все.
Ну, я вам скажу, не пищить. Тишина, вообще тишина. І сцепляння якось даже не так наче робить. Значит, так клац и закончилось. Клац, вообще тишина. Меня это радует. Не знаю, насколько хватит той, конечно, втулочки. Значит, вся причина трещания, все. Бачите, тихонько вообще все робить, все тихонько. Не знаю, насколько, конечно, хватит той втулочки. Но, по крайней мере, я добился сейчас результата. Вообще тишина. Я в шоке. Реально я в шоке. Тишина. Ну, в общем, пожалуйста, люди, у кого есть такие или другие транспорты, не делайте из гамна пулю, не лепите. В общем, я повторюсь, вот эта штука вышла из строя, или может не это, но сама втулочка, лучше купить новую, 150 гривен. Последствия: плохой тросик, ну как плохой, износился корпус тросика, износился сама лапка. Я, в принципе, даже не знал, ездил, с такой у меня машина уже 6-й год, и я ездил, я снимал тросик, менял, я думал, так и надо, и мучился, пищало, трещало. Ну, вот и все. Буквально тут потратить, я не знаю, ну хоть полчаса. Ключ на 13 и все. И красота, и тишина в салоне. В общем, вот так вот. Не надо кулибничать, я же говорю, вот он болт. Резьба в нем прямо сносилась, я нажимал. Ну, в общем, вот так вот. Как-то так. Лучше не кулибничать, а делать толковые, нормальные запчасти ставить. И машинка будет ездить и ездить. В общем, так вот. Вот так вот. Может еще кому-то пригодится. Когда-то проблема у меня была. Я сделал рейку рулевую. У меня есть на канале. И покатался я, наверное, на этой рейке. Наверное, зиму я откатал. Да, зиму откатал. И потом начался вот такой вот маленький, так повертаешь, лево-право, такие рип-рип-рип, 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 короче, рипело. Первоначально я, в общем, думал, полетел у меня, ну, поехал до... Сам, в принципе, думал. Сказали, рейка. Говорят, рейка, наверное, втулка твердая, из твердого фторопласта сделана, наверное, она репит. Ну, я поначалу подумал, может быть, поменял, в общем, подшипник. Вот он, подшипник, опорный подшипник. С левой стороны репело. Ходовку, повторяю, смотрели на СТО, все нормально, все четко, но не углядели. Сказали, возможно, опорный подшипник. 200 гривен. Опорный подшипник. Вот он, даже коробка от него, 200 гривен. И 200 гривен поставить. Поставили, 400 гривен я влупил, ничего не изменилось. Как репело, так и репит. Ну, последовательно сказали рейка. Я говорю, рейку я делал буквально полгода назад. Значит, наверное, такая втулка, сказали специалисты, надо переделывать. Я, в общем, долго думавши, не думавши, снимаю наново рейку. У меня есть, я говорю, на канале, как снимать. Я буквально... Ну, я не знаю, за сколько, но за полдня, наверное, я после обеда начал делать. За полдня я разбираю рейку. Смотрю, втулочка смазана, все красивенько, все там сделано. Втулочка, которая с правой стороны на рейке, которая раздалбывается. Она мне там видно болтом прижата. Делают мне втулочку, токарь переделывает не сначала он делал из путейской подкладки, чи накладки, не знаю. Потом он переделал из фторопласта, вроде бы мягче металл, ну не металл, а пластик мягче. Собрал на место и, в общем, прокачал все нормально, все поставил. Уже начали сумерки быть. Я проехался, все четко работает, думаю, все, красота. Перестала. Думаю, наверное, все-таки это рейка была.
Утром выезжаю, поворачиваю руля влево-вправо, и все, и засада. Получается обратно репит. Я, короче, в панике, не знаю, что за ерунда, столько времени, столько, ну, и денег, конечно, и нервов потратил. В общем, все репит, как и репело. Так что, если вдруг говорят вам, втулочка из твердого материала там сделана, все это нормально, все нормально. И подкладка та путейская, накладка, и старопласт. В общем, в чем была проблема? Проблема была в наконечнике. Наконечник рулевой тяги. С этой стороны, с левой стороны, как и репело. Наконечник рулевой тяги. Я его разобрал. Он у меня переточенный. Правда, переточенный. И я его разобрал. Он тугий был, четкий, смазанный. Но когда я разобрал сухари, меня жена рулем покрутила. Я думаю, ну, наверное, что-то уже буду начинать кулибничать. Сам уже проверять методом тыка. И, в общем, дошел до того. Сначала я расслабил шаровые. У меня шаровые тоже переточенные, опорные шаровые. Я их расслабил до такой степени, что не тарабанили аж. Но скрип, стук, непонятно что, не изменился. Такой сухой стук, такие кисни пластмассовые при повороте, такие дук-дук-дук-дук. Ну, и не зависит от тяги, как ты едешь, на газ наступаешь, тормозишь, просто поворачиваешь руля. Тронулся и пошел трошки. На месте вот так вот покрутил пару раз, все, уже стука нету, ни репения, ничего. Только начинаешь ехать, раз, останавливаешься, пару раз рулем помахаешь, поскрипит, все, на месте, обратно покрутил. Немає. В общем, что получилось? Я разобрал сухари на самом наконечнике. И они такие были такие круглые, они подгорели. Видно, что только начали непонятно из-за чего подгорели. Я взял той нагар, сдер ножиком, поцарапал так, наново смазал, сам шаровый шарнир в дрель зажал, наждачечкой нулевочкой, так раз прошел, только до блеска сделал, собрал, и все, и стук у меня исчез. А так наконечник был четкий, тугий, все. Но когда я его проверил, значит, получается, он такой тугой, но так тык-тык-тык-тык-тык, значит, так твердо, так не плавно ходил, а так, значит, так такими прерывистыми. И я понял, наверное, скорее всего, что это наконечник. И после того я, в общем, сделал такую операцию, и все исчезло. И звук исчез, и стук исчез. Так что столько времени, столько денег, нервов, и опорник поменял. Опорник был, между прочим, нормальный. Ну, суховатый, но нормальный опорный подшипник был. Рейка идеальная была. Из-за, в общем, тоже дурной головы ногам нет успокоя. Так что 2 раза рейку снимал, 2 раза ревизию ей делал. И буквально через полгода я катался на ней, после того, как я сам сделал это все. Все четко, ни люфтов, ни никаких потеков. Между прочим, там, где 2 сальника на рейке я ставил, все четко, нету никаких потеков, все четко работает. Уже полгода я на ней, даже уже больше. Я осенью делал, уже, что у нас, июль, август, да, июнь заканчивается. И, в общем, езжу я прекрасно. Так что смотрите на СТО, не доверяйте, сами смотрите и ищите проблемы. И, в общем, возвращаемся к лапке. Сцепление четко все работает. В общем, так вот. Все, до свидания. Делайте лучше сами, своими руками машины. Тогда они будут ездить. И доверяйте только своим рукам, а не на СТО. Все, до свидания.